Добрый день всем! Сегодня я покажу вам мастер-класс по плетению сережек в технике фривелите. Плестись они будут двумя челноками. Вот это у меня лицевая сторона, а это изнанка. Для работы нам потребуются нитки. Я буду использовать обувной капрон двух разных оттенков, оранжевый и желтый. Также нам понадобятся бусины для расшивки. Ну что же, давайте приступим. По такой простой схеме мы сегодня сплетем с вами наши серьги. Между собой ничего не соединяется, просто плетется кольца и дуги отдельные. Связываем кончики ниток, заправляем их в начале плетения. Кольца у меня будут желтым цветом, а дуги я хочу сплести оранжевым. Переворачиваем нашу работу и плетем дугу из 50 узлов. Дугу старайтесь затягивать покрепче, чтобы она не распадалась и была жесткой. Сейчас я закончила плести дугу из 50 узлов. Начинаем плести следующее колечко. Опять переворачиваем работу. Теперь плетем дугу из 60 узлов. Вот. Теперь плетем колечко. Я закончила плести центральное колечко. То же самое мы должны сплести с обратной стороны. После того, как ваш элемент будет готов, мы должны сплести такой же второй. Приступаем к сборке. Вначале мы должны продеть дуги через центральное кольцо, вот таким образом. Протаскиваем дугу до конца и подтягиваем ее. Точно так же продеваем дугу и с другой стороны.
Теперь мы должны сделать еще один оборот дугой через центральное кольцо. При этом кольцо 10 пико 10 прячем под дугой. Оставшуюся дугу и кольцо вытягиваем и заводим в бок. То же самое проделываем и с другой стороны. Теперь будем работать с оставшимися кончиками. Берем кольцо 5 пико 5 и продеваем его в кольцо 10 пико 10. Подтягиваем дугу. Далее протаскиваем через центральное кольцо на лицевую сторону, через образовавшуюся петлю от дуги в середине кольца. После выполнения данных действий кольцо 5 пико 5 прячем в боковой промежуток под дугой. Те же действия выполняем с другой стороны. Будьте очень внимательны, следите, чтобы дуги с обеих сторон лежали симметрично. Возможно, с первого раза сборка элемента у вас не получится. Ничего страшного, распустите дуги и попробуйте начать все заново. После того, как вы собрали два одинаковых мотива, мы приступим к расшивке нашего изделия. Из двух элементов получается одна сережка. Надеваем нитку в иголку и приступаем. Нить я взяла желтого цвета, потому что мы будем собирать нашу серединку. Для начала проходимся через колечко боковое за пико, дальше следующее надеваем следующим и проходимся через центральное. То же самое делаем с обратной стороны. Проходимся вначале через среднее колечко, и через малое. После того, как вы собрали, нужно сделать небольшой узелок, чтобы работу нашу стянуть. Делаем узелочек и завязываем. Начинаем то же самое и со второй стороны. Опять через пико также назад.
Теперь мы должны пройтись к пику предыдущего элемента и затянуть. Прошиваем еще раз. Пику больших колец. Надеваем бусинку и вшиваем через пику в одну и в другую сторону. Нам осталось зафиксировать кончики ниток сзади, прицепить швензу, и серьги будут готовы. И вот мои серьги закончены. Расшивка заняла у меня буквально пару минут. И вот такой результат. Вот одна и вторая есть моя сережка. Если вам понравился мой мастер-класс, то ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч!